пожаловать на канал Тортомания. Сегодня снова возвращаемся к теме расслоившийся крем. Читая комментарии, я вижу, что большинство людей сталкиваются с расслаиванием крема в белково-масляном и белый ганаш. Вот как раз сегодняшнее видео я посвятила этому и опять же таки расскажу подробно в двух вариантах, как исправить белково-масляный крем, как исправить белый ганаш. Кроме этого расскажу, как готовить белый ганаш, чтобы он вообще не расслаивался. Ну что ж, начнем сначала с крема. В данном случае у меня белково-масляный крем. Так он выглядит в нормальном рабочем состоянии, то есть гибкий, эластичный, мягкий. Чаще всего он расслаивается после охлаждения. После холодильника этот крем становится твердый, достаточно твердый. Обычно, чтобы крем привести опять в рабочее состояние, его нужно оставить в помещении, чтобы он нагрелся до комнатной температуры, и после этого он опять будет гибким, эластичным, мягким, то есть с ним можно будет работать. Первая ошибка, почему расслаивается такой крем: многие не могут дождаться того момента, когда крем нагреется до нужной температуры, и начинают его шевелить, то есть пробуют либо взбивать, либо вымешивать лопаткой, чтобы быстрее привести его в рабочее состояние. Если крем не нагрелся до комнатной температуры, при взбивании либо смешивании он начинает расслаиваться. Большинство не знает, что делать дальше, либо уже выбрасывают крем, либо пытаются опять его дальше взбивать. Но чем дольше взбивается холодный крем, тем хуже ситуация. Такой расслоившийся крем очень легко исправить. Нужно взять небольшое количество того же крема, переложить в другую емкость и немножко нагреть. В данном случае я поставила в микроволновку на 20 секунд. Ни в коем случае не довести до кипения, просто чтобы крем растопился, вот в таком состоянии был. И выливаем к нашему расслоившемуся крему. И теперь все, что нам остается, это просто взбить до того состояния, пока крем снова не соединится. Начинаем взбивать на слабых оборотах, так как крем слишком жидкий сейчас, и чтобы масло не выпрыгивало из чаши. Потом постепенно переходим на средние обороты и в конце уже включаем максимальные обороты. Время, которое понадобится нам для восстановления крема, у всех будет разное. Это зависит от количества самого крема. Чем больше у вас порции, тем дольше нужно взбивать и приводить крем в рабочее состояние. Поначалу крем будет жидковат, но по мере взбивания он будет становиться все плотнее и в конце концов станет таким, как был изначально. Такой метод восстановления расслоившегося крема подходит к множеству других разных кремов, в которых присутствует масло. К примеру, масло со сгущенкой, либо какой-нибудь заварной крем с маслом. Здесь у меня находится порция на 450 граммов крема. Я ее лично восстанавливала где-то до 5 минут. Он практически такой же, как изначально мы его приготовили. Самое главное — это понять, как это работает. Если это будет понятно, то такая проблема, как расслоившийся крем либо ганаш, будет для вас ерундой. Теперь переходим к белому ганашу. Вот с ганашем совсем наоборот. К расслаиванию больше расположен белый ганаш. Сама загвоздка в шоколаде. Состав белого и черного шоколада. Вот белый очень сильно расположен к расслоению. Здесь как раз все наоборот. Ганаш расслаивается в самом начале, как только мы начинаем топить шоколад и добавлять масло. Какой обычный процесс ганаша на белом шоколаде и масле? Мы ставим паровую баню, либо кто-то в микроволновке растапливает. Ну вот в данном случае я покажу на паровой бане. Топим шоколад на паровой бане. Растопленный шоколад обычно снимаем с паровой бани и начинаем сразу добавлять масло. Добавляем масло, начинаем взбивать. И в итоге у нас получается расслоение шоколада и масла. Это происходит от того, что шоколад перегрелся. Белый ганаш обязательно нужно делать с учетом температуры. То есть ни в коем случае нельзя перегревать шоколад либо шоколадную глазурь. Но если у вас это уже случилось и вот такая ситуация, ганаш расслоился, что нужно сделать? Первый вариант восстановления. Нужно оставить вот этот расслоившийся ганаш просто в помещении
на короткое время. Опять же таки зависит от количества вашего ганаша. Если у вас там 400 грамм, то достаточно оставить на 5-6 минуток в помещении, для того, чтобы эта масса немного охладилась. После того, как масса немного охладится, начинаем взбивать. Взбиваем сначала на слабых оборотах, опять же таки, чтобы масло не разбрызгивалось по всему столу. Как только мы видим, что масса начинает соединяться, переходим на средние обороты и потом уже на максимальные. При максимальных весь расслоившийся ганаш соединяется очень быстро. Видео получилось немного длинное, но по-другому никак. Чтобы объяснить и рассказать, нужно показать все моменты, чтобы каждый из вас, кто сталкивается с этой проблемой, мог разобраться в причине и понимать, как это все исправить. По времени приблизительно занимает также небольшая порция, там 400-500 грамм, где-то минутки 4-5 нужно взбивать, чтобы он соединился. Но если порция больше, то, соответственно, дольше нужно взбивать. После взбивания ганаш обязательно должен соединиться. Получается у нас однородная масса, которую теперь нужно поставить на стабилизацию, чтобы он стал более плотнее и можно пользоваться. Но если вдруг у вас этот метод не сработает и у вас никак не получается соединить расслоившийся ганаш, есть метод номер 2, более надежный. Если у вас расслоился ганаш и вы вот его начинаете взбивать, хотите соединить и уже долгое время пытаетесь его взбить до однородности, но у вас не получается, к этой порции расслоившегося ганаша нужно добавить еще немножко масла. Вот приблизительно на полкилограмма ганаша можно добавить еще грамм 80 масла. Но не нужно бросать все масло сразу. Может быть, нам хватит 80 грамм, а может быть 40, поэтому добавляем постепенно. Добавляем одну часть, там 30 грамм. Взбиваем, смотрим, что происходит. Через минутку ганаш должен начать меняться. Если вы видите, что структура начинает меняться, добавляем еще чуточку масла и продолжаем взбивать. Ну вот у нас получилась опять однородная консистенция. Она гладкая, без комочков, без крупинок. Все прекрасно соединилось. Единственное, что этот ганаш будет менее плотным, чем предыдущий, потому что здесь больше масла. Чтобы белый ганаш вообще не расслаивался, лучше себя перестраховать. То есть нужно правильно растопить шоколад, либо шоколадную глазурь. Нужно вскипятить воду в сотейнике, убрать с огня, поставить на столе и сразу поставить на кипяток миску с шоколадом, либо шоколадной глазурью. Он будет топиться немножко дольше, но это 100%, что ганаш у вас не свернется. Вот как вы видите, что уже остаются вот такие мелкие кусочки недотопленные, снимаем с сотейника, с кипятка, ставим миску уже на стол, остатки шоколада все равно растопятся. И оставляем в таком состоянии на столе буквально еще на минутку-две, пускай для стопроцентной гарантии еще немножко охладится. После этого, как обычно, добавляем масло и начинаем смешивать. Шоколад у нас не перегрелся. Шоколад с маслом смешивается очень хорошо. Посмотрите, нет никакого расслоения. Все прекрасно соединилось. У нас получилась однородная гладкая масса. Выставляем ганаш на стабилизацию, пока он не станет той плотности, которая нам нужна. Ганаш становится более плотным, то есть готовым к работе. Ну и от себя хочу сказать, что ошибки случаются не только у новичков. Это неизбежно, потому что мы люди, и мы склонны ошибаться.
Главное не нервничать, взять себя в руки, и все можно исправить. Если будут вопросы, пишите в комментариях. На этом говорю пока. До следующего выпуска.